Вы на канале Новости БП. Я обращаюсь к президенту Республики Казахстан, гаранту Конституции, к Токаеву Касым-Жомарт Кемелевичу. Я не удивлюсь, если меня арестуют после выхода этого поста. Молчать больше невозможно. Мы боимся полицейских города Алматы. Начальник полиции Алматы Таймирденов и его заместитель по следствию Абдрахманов, как в лихие 90-е, задержали моего мужа, предпринимателя, основателя Пармиджана Групп и основателя проекта Есентай-Сити. В главном здании полиции Алматы от имени Ильдоса Каспаева в присутствии работников полиции выставили условия по освобождению. Выплата $4,5 миллиона в течение 24 часов и перепись доли в размере 25% в проекте Есентай-Сити. В случае невыполнения данных условий Алмасу открыто сказали, что санкционируют арест на 2 месяца. Алмас отказался выполнить данные условия, после чего руководство Департамента полиции города Алматы с помощью органов прокуратуры и судей выполнили свою угрозу и задержали мужа на 2 месяца. За это время оказывалось огромное психологическое давление на меня, на родителей Алмаса. Меня вместе с моими детьми выселили из нашего дома. Сейчас я вынуждена арендовать жилье. Также судьи выдали санкции на аресты имущества не только моего мужа, но и моего приобретенного до нашего брака имущества и моих компаний. После задержания Алмаса на папу и на маму моего мужа ежедневно стали поступать угрозы и давление. Требовали переписать долю Есентай-Сити, оформленную на маму Джанузбекову Сауле. Запугивали выселением их из собственной квартиры, которая находится в Есентай-Сити. Родители, не выдержав давления, опасаясь за безопасность жизни Алмаса в СИЗО, переписали 25% доли в проекте Есентай-Сити, доли, которая принадлежала Алмасу. Родители думали, что на этом кошмары закончатся и Алмаса выпустят, но не тут-то было. За прекращение уголовного дела в департаменте полиции также продолжали требовать $4,5 миллиона США. Я все это время пыталась найти эти деньги, обзванивая знакомых, но меня ограничивали в сроках. За это время срок содержания Алмаса под стражей продлили на 3-й месяц. Против мужа провели ряд судебно-почерковедческих экспертиз и экспертизы по видеозаписям. Попытки наших адвокатов обжаловать их решения в Генеральной прокуратуре и Алматинском городском суде и в городе Нур-Султан не помогли. Нам отказали в рассмотрении всех жалоб. Судебные эксперты ИСЭ города Алматы под началом Таймирденова и Абдрахманова против мужа выдают противозаконные заключения. Я все это время надеялась на то, что эта ситуация разрешится мирным путем. Угрозы до сих пор не прекращаются. Информационная грязь льется. Меня представляют в свете аферистки, Алмаса извращенцем. Угрожают, что об этом донесут до места содержания мужа в СИЗО. Я решилась написать заявление. Меня предупреждали, что если я напишу и не смогу ничего доказать, меня привлекут за заведомо ложный донос, за клевету. Насколько мне известно, я не обязана ничего доказывать. Я заявляю о фактах, происходящих с мужем и мной. За время следствия у нас отобрали долю в бизнесе, отобрали дом, арестовано имущество, наши счета. Из-за прекращения уголовного дела требуют $4,5 миллиона США. Ситуация была с Дужновым, у которого по решению судей города Алматы забрали жилье, сделав заниженную оценку имущества. Судоисполнители понимали, что владелец дома будет сопротивляться. Взяли сотрудников полиции города Алматы, которые спилили замок. Именно такими действиями довели человека до крайности, до осознания полного бесправия и беспредела. Сегодня снова судоисполнитель с помощью 2 сотрудников полиции города Алматы хотел отобрать имущество, чем вызвал негодование общественности. Сотрудники полиции превратились в рэкетиров в погонах по выбиванию долгов. Именно так сейчас я чувствую себя. Ведь ни одна жалоба не была рассмотрена. Незаконный арест Алмаса, незаконные аресты нашего имущества и компаний, рейдерский захват бизнеса и вымогательство. Прошу разобраться в данном деле
Прошу освободить моего мужа из СИЗО, изменить меру пресечения в отношении Абдыгапарова на домашний арест или подписку о невыезде. Убегать ему некуда и незачем. Он будет бороться. Алмаз приложит все свои силы для возврата принадлежащей ему доли в компании Синтесити и восстановления в должности. Примет меры по возврату собственной недвижимости. Прошу принять меры в отношении экспертов судебно-почерковедческой экспертизы ИС города Алматы, которые действуют заодно с полицейскими рэкетирами. Принять меры в отношении руководства Департамента полиции города Алматы Таймирденова и Абдрахманова, благодаря которым партнеры отобрали долю в жилом комплексе Синтай-Сити и продолжают вымогать $4,5 миллиона США.